В глубине Норвежского института перспективных исследований в засекреченном бункере хранится объект, который не должен существовать. Он меньше портфеля, весит почти ничего и чернее, чем сама тьма. Ни один вид излучения не проникает через его поверхность, приборы показывают пустоту. Этот объект был найден на борту рейса FL-101 самолета, исчезнувшего в 1965 году и внезапно приземлившегося в Осло в 2015, будто не прошло ни дня. Самолет с пропеллерами в окраске давно несуществующей авиакомпании Skyner вызвал панику. На борту находились 87 пассажиров и капитан Эйрик Мюллер. Все живы, не постарели ни на день, их документы и вещи соответствовали 1965 году. Они утверждали, что только что вылетели из Копенгагена. При медицинском обследовании не было найдено следов старения. Дети не выросли, ногти и зубы не изменились. В багажном отсеке, под чемоданами, обнаружили гладкую черную коробку без швов и замков. На ее поверхности 3 концентрических круга и неизвестные символы. Магнитометр зашкаливал при приближении, а потом сигнал исчезал. Объект перевезли в подземный комплекс Виндхельм. Были привлечены ведущие ученые: физик Саймон Лунд, нейропсихолог Элия Нос, специалист по граничным состояниям материи доктор Рёд и криптограф Рахима Эл-Барак. Пассажиры были помещены в карантин. Их поведение удивляло: полное отсутствие страха, тревоги, даже удивления. 10-летний мальчик Ариан сказал: «Мы не исчезли, нас одолжили. Кто? Те, кто живут между секундами. Там не было времени, только свет и голос. Вы станете свидетелями». Дети описывали одинаковую картину: фиолетовый водоворот, голос в голове, замедление. На 4-й день охранник впал в кому, стоя рядом с коробкой. Его мозг оставался активным, но сознание отсутствовало. Он бормотал: частота 30 Гц. Зовут домой. Приборы подтвердили, коробка излучала сигнал именно на этой частоте. Мозговая активность пассажиров синхронизировалась с ним. Профессор Лунд активировал частоту в экранированной камере. Коробка открылась. Внутри не предмет, а вихрь света, не поддающийся анализу. Пространство искажалось. Казалось, внутри застывшие слои времени. Рёд нарушил протокол и остался один в лаборатории. Последняя запись его дневника: «Я вижу время. Слои мгновений. Они машут мне из каждого слоя. Они зовут». Утром Рёда не было. Камера пуста. Коробка закрыта. На полу очки и тетрадь. В ней фраза: «Время — это не река. Это зеркало. И если смотреть слишком долго, оно смотрит в ответ». Через несколько дней девочка Лея подошла к ученым и сказала: «Это должна быть я. Я могу помнить. Я не боюсь». «Что ты увидела?» «Время сломано. Мы были там, где его лечат». Лея вошла в свет. Коробка тут же закрылась. Частота исчезла. И тогда началось. Пассажиры начали стремительно стареть. В течение часов они прожили 50 лет. Капитан Мюллер, уже седой, перед смертью сказал: «Мы были в архиве. Там хранят все: первый поцелуй, последний вздох. Время живое, и оно боится быть забытым». Спустя год по всему миру дети стали говорить, что Лея приходит к ним во снах. Они рисовали схемы, не зная их значения. Мальчик из Исландии изобразил точную карту временного узла, позже подтвержденную расчетами ученых. Девочка из Кении писала на языке, совпадающем с символами на коробке. Доктор Нос основала Международный центр временных аномалий. В 2023 году произошел второй контакт. Сигнал частотой 30 Гц зафиксировали в 7 точках галактики. Из эфира звучал голос мальчика: «Пока вы помните, время живо. Пока любите, оно течет. Когда забудете, оно остановится. Время не прощает равнодушие. История не закончена. Коробка по-прежнему в институте. И если прислушаться ночью, можно услышать: помните, каждое мгновение шанс стать тем, кем вы могли бы быть».